Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 6 по 12 октября. Присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту интересную неделю, которая требует от нас проявления своей стойкости, силы духа, характера, действия и умения договариваться. Умение выдерживать напряжение, умение быть стойкими, умение принимать решения в том числе, потому что кто смотрел гороскопы на осень, те прекрасно знают, что осенью у нас будет ух. И да, ребят, здесь, конечно, от нас, от всех требуется такая определенная выработка своего характера, стойкость, особенно если мечты и цели и желания у вас как раз-таки жить очень хорошо, иметь что-то весомое в вашей жизни. Здесь тогда нужно будет и себя поднять, свое такое состояние. Неделя с 6 по 12 октября у нас будет полнолуние. Понимаете сразу, полнолуние будет в Овне, естественно, что. Поэтому здесь все обращаем внимание на свой Марс, который находится в каком положении натальной карты. Да? И если, например, у вас Марс находится в Рыбах, тогда вам очень сложно будет даваться эта осень, потому что эта осень для того, чтобы сделать определенные события в своей жизни, необходимо прям-таки потрудиться, потому что у нас на весь октябрь и на начало ноября Марс находится в знаке Скорпиона, а знак Скорпиона, когда мы можем сделать вот столько, но по Марсу в Скорпионе нам нужно сделать вот так, чтобы было, понимаете. Потом с 5 ноября у нас Марс переходит в знак Стрельца. А знак Стрельца – это стихия огня, когда нам нужно и творческий свой активный, яркий, дерзкий потенциал включить, силу движения, потому что огненная стихия в прямом смысле предполагает вот такое мощное действие вперед, да, при этом не унывать и не расслабляться, потому что у Стрельца есть такое качество, когда мы лежим на диване, и вроде как мы себе цель-то поставили, но надо активно двигаться к ней, но вроде как-то не хочется, да, какие-то мысли останавливают нас. Так вот, ребят, понимаете, что вот эта неделя с 6 по 12 у нас как раз-таки для того, чтобы мы приняли как раз-таки те самые движения, которые по итогу этой осени принесут у нас основательные плоды. Мы, конечно же, люди, мы хотим полениться, и мы, конечно же, думаем, ну как-то вот оно само придет, но как показывает опыт, практика и жизнь, само приходит все только то, что мы видеть в своей жизни не хотим. То есть проблема. Поэтому, дорогие, собираемся, включаемся, и у нас, конечно же, а, полнолуние 6 либо 7 октября. Ребят, все просто. 6 октября, если вы находитесь в западном полушарии, живете, да, 7 октября, если вы живете в восточном полушарии, полнолуние в Овне. Это начало недели. Но помните, кто смотрел осенний гороскоп, я говорила, что очень важный день еще у нас и 5 октября, потому что 5 октября у нас Луна, во-первых, находится в связке, в оппозиции с Венерой, северный южный узел, да, и это опять же зависит наше умение договариваться, собирать свою лень, умение двигаться вперед, а следующий день у нас, конечно же, 6 октября, понедельник. Понедельник, Луна в соединении с Сатурном, с Нептуном, уже в Овне. Да, конечно, все зависит от того, где вы находитесь. Да, для западного полушария это еще Луна в Рыбах, да, то есть это еще другое состояние. А для восточного полушария это уже в Овне, то есть нам требуется сила, нам требуется действие. И нисколько у нас вот прям сам день полнолуния – это такой день очень сильный, агрессивный. Сколько, помните, я говорила день до него, то есть 6-7 октября – это такие очень важные, мощные, заряженные дни, когда от нас требуется решение. Конечно же, нас будет в разные стороны кидать. Кого будет больше всего подкидывать, да? Рыбы третьей декады, овны первой декады, девы второй и третьей декады в том числе, весы первой декады, вот эта история будет такая очень сильная, плюс еще кому идут квадратуры здесь, это раки первой декады, близнецы третьей декады, это козероги первой декады и стрельцы третьей декады. Это в напряжении, я говорю, да, у кого пройдет как раз-таки моменты полнолуния. Плюс в знаке второй декады это овны, это
Весы, это близнецы, раки, львы в том числе, да, у кого произойдет полнолуние, для кого будет очень сильно такое мощное. Плюс, конечно же, это стрельцы, козероги, водолеи. Спросите меня, почему не озвучила другие знаки, да? Ребята, у вас просто сейчас вопросики кармические. То есть, если вы решаетесь на движение, произвести какие-то действия в своей жизни, да, то есть в это полнолуние. Потому что ко мне поступали такие вопросы и говорят, почему не приходит, вот хочется изменений. Дорогие, у кого кармические узлы стоят, это история, когда вам самим нужно форсировать события, да, самим прилагать силы, неважно, там 20 лет у вас цель большая, мощная, 30, 40, 50, 60 в том числе. Никто не сказал, что жизнь у нас в 40 заканчивается, нет. Заканчивается детство, понимаете. А в 40 начинается вот такой зрелый возраст, активный, поэтому здесь вот такая история, двигаемся вперед, и если мы хотим, мы сами начинаем эту историю с событиями, ну и тогда, конечно же, все плюшки, которые я говорила, у всех втородекадников, да, эта история связана и любовные отношения, и социальный статус тоже, поднятие вверх, движение вперед, улучшение финансов. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет. Понимаете, я о чем говорю? Итак, 6-7 октября у нас полнолуние, для чего способствует вообще развитие в этот день? Ну, хорошие финансовые сделки, опять же, решение жилищных, имущественных вопросов, очень хорошая история с покупками, в том числе жилищные условия, улучшение их, это 100% так. Вы принимаете решение, но раскручиваться все эти события будут ближе к выходным, потому что там Венера становится в оппозицию к Сатурну, естественно, еще и к Нептуну, потому что там уже будет происходить вот такой смена, сдвиг, да, всего, чего вы хотите. Это может быть и иммиграция, это может быть переезд просто, но вы можете это сделать в начале недели, тогда уже вы будете к концу недели с другими осознаниями и мыслями в голове, и там план ваш еще увеличится, да. То есть основной посыл такой, что нет предела этой осенью. Я вам еще это летом говорила, когда записывала в начале июня летние гороскопы. Помните? Для этой цели вышли и финансовые гороскопы, для того, чтобы вы реально понимали, что пределы только в нашей голове и наши страхи. Потому что здесь Лилит находится в благоприятном трине с Юпитером и с Сатурном. Когда нам хочется жить на широкую ногу, когда нам хочется покупать себе хорошие вещи, да, хорошего статуса, когда нам хочется из грязи в князи, и это нормально, это нужно признавать. Когда мы признаем, на каком мы сейчас уровне социального развития, потому что мы не можем сказать, что мы не социальные люди, мы играем в социальные игры. У нас у всех есть жилье, у нас у всех есть семья, у кого-то есть, кто-то от этой возможности роста в своей жизни отказался. Как говорится, у нас у всех есть множество возможностей. Возможности оставить след после себя, стать родителями, да, хорошую работу иметь, хорошее образование нужно захотеть, да, то есть друзей иметь, жен, мужей. Многие от этих возможностей просто отказываются. И это те самые вопросы, которые на этой неделе будут играть. То есть здесь нет предела совершенства. То есть вы можете на этой неделе себе прям четко сказать, а я хочу вот так. Я уже настолько наигрался вот в эту жизнь, я уже настолько хочу поменять все, да, и как раз-таки полнолуние в Овне, которое будет в начале недели. И хочу вам сказать, что начало недели, оно вообще и понедельник, и вторник, и такие будут скачками. Эмоциональные качели тоже будут, потому что здесь Луна в соединении с Сатурном, который требует жесткости от нас, принятия серьезных решений, кардинальных, связанных с недвижимостью, покупками, продажами, в том числе приобретениями, да, и Нептун, который нас уводит там в какие-то иллюзии, лень, в депрессию, когда нам кажется, что мы не потянем, что мы сдаемся, что как-то вот нам это не нужно, да, но обязательно при всем при этом у нас будет задеваться гордыня, если у кого-то будет получаться, потому что мы люди очень интересные существа. Мы редко задумываемся о других в обычной ситуации, да, почему появляются такие истории, как зависть, да, непринятие, потому что эти истории понедельник, вторник, они будут очень сильно появляться. Мы никогда не думаем о других людях. Если кто-то добился успеха, почему кого-то это раздражает? Почему?
Не потому, что кто-то добился успеха и стал жить хорошо, и мы должны за него порадоваться, да, там кто-то купил, Петька сосед купил классную машину, там Серега купил потрясающую себе квартиру, большой дом, да. Мы не радуемся, что человек улучшил качество своей жизни путем какой-то истории, да. Мы всегда волнуемся о том, как теперь мы выглядим на их фоне, и нас это начинает раздражать. Ну, такие обычные психологические моменты, да, поэтому возникает очень много таких деструктивных мыслей, которые в понедельник и вторник будут очень сильно в головах сидеть, поэтому если мы способны себе сказать, что где-то нас кто-то раздражает, это считайте, мы признали свою несостоятельность, недееспособность, свою лень. Почему мы стоим, почему мы тормозим? Потому что если нас волнует чей-то успех, чьи-то улучшения в жизни, да, значит, мы также можем, просто наша лень не дает нам это сделать. Лень, гордость, шапка Мономаха, которую мы себе на голову одели, считаем, что мы и так классны, да, но почему-то ни к чему в своей жизни не пришли. Потому что, ребят, у нас тут Венера в оппозиции со всем этим добром, которое доставляет нам решение, а Венера это про любовь, про отношения. Венера про любовь, про отношения, про то, что мы себе не покупаем то, что мы хотим, а покупаем какую-то непонятную историю. То есть куда-то утекают наши деньги не туда. То есть здесь такие очень важные на этой неделе будут истории, которые будут нас подводить либо к дефицитам, через которые мы начнем действовать, да, либо к вопросикам в отношениях, через которые мы либо будем их решать, либо мы наоборот начнем выходить из этих отношений. Да. Но я опять же говорю, из этих отношений выходить не надо, потому что здесь к концу недели Венера будет в потрясающем трине с Ураном, когда нужно наоборот понимать, что хочется в отношения новое вносить. И следующая неделя с 13 октября там вообще очень классно много мероприятий, связанных в любви, в том числе приобретении, покупки. И это тоже все нужно понимать. То есть это неделя больших решений, если мы на них отважимся. А решение всегда происходит, когда мы где-то понимаем, что мы до настоящего момента жизни были неправы. И это хорошо, это ценность. Это как мы в школу ходим, и мы получаем там двойки и тройки. Да? Только во взрослой жизни понимаешь, что чем больше у тебя случается двоек и троек, что ты вообще нормальный, что идеально не получается. Почему-то раньше было такое, что троечники правят миром, потому что они не боятся ошибаться. Они, если допустили ошибку, они знают, ну цена этого деньги. Ну и что, заработаю, отдам. Понимаете, надо вот здесь проще относиться к своим каким-то проблемам, а мы их очень часто превозносим. Для чего? Поэтому у нас здесь Лилит, которая говорит, разбираемся, ребята, разбираемся и форсируем события. Поэтому понедельник и вторник у нас вот на таких качелях, которые должны в лучшем варианте способствовать продвижению вперед. В худшем варианте, конечно же, депрессия, ссоры, скандалы, необдуманные траты, какие-то вложения, депрессивные состояния. Зачем? Зачем, да? Просто нужно признаться себе, где мы не правы, потому что идеальных вообще людей нет. Нет идеальных людей. Неважно, какие компетенции у них есть в жизни, но не все получается с первого раза, и это вообще абсолютно нормально. Идем дальше, ребят. Следующий день у нас 8 октября. День сложноватый. Луна у нас в оппозиции с Меркурием. Меркурий у нас в квадратуре с Плутоном. То есть Меркурий в квадратуре с Плутоном всю неделю будет стоять для того, чтобы мы выдерживали переговоры, сильные сделки, не пасовали, не уходили в закат. При этом наши внутренние чувства будут основаны тоже на долге, на чувстве долга, да, желании полениться, расслабиться, в этом не участвовать, отойти от ситуации, потому что Луна будет в Тельце. Это вроде как мы приземленно стоим на ногах, и вроде как, то есть у любого знака есть и плюсы, и минусы, да. То есть нам хочется полениться, нам хочется и вроде как улучшить свое благосостояние, но для этого нужно будет выдерживать такие сложноватые нагрузки, да, поэтому здесь постарайтесь хорошо договариваться. Это 8 октября. И Луна еще в квадратуре с Плутоном, естественно, когда нам нужно наш психологический максимум показать, да, то есть свой уровень стойкости в прямом смысле, когда нам кажется, что нас поджимают, когда нам кажется, что нас недооценивают, здесь нужно такие показать свои компетенции в том числе, но при этом я опять же говорю, неделя способствует потрясающему движению вперед, Венера в очень хорошем благоприятном аспекте с Юпитером, в хорошем аспекте с Лилит, то есть что если мы себе в своих же страхах, переживаниях признаемся, то мы получаем гораздо больше. Просто основная проблема в том, что люди боятся
признать свою неправоту в каких-то моментах своей жизни. От этого вообще все скандалы в жизни, в отношениях, в браке, на работе, вообще все проблемы в жизни от того, что мы считаем себя классными и идеальными, но по факту не живем так, как хотим. Вот. А если у нас этого нет, значит, мы не понимаем чего-то, значит, мы не можем в этом разобраться. Не можем разобраться в своей голове. Поэтому здесь нужно понять, где мы не правы. И все. И идем вперед. Конечно, это на деле не все легко, да, но неделя будет способствовать как раз-таки посмотреть на разные точки зрения. При этом не забыв, конечно, свою. То есть и умение быть таким очень классным коммерсантом в том числе, потому что Меркурий в Скорпионе, когда нужно договариваться на сильных мощностях, в квадратуре с Плутоном, понимаете, тут масло масляное, и идем вперед. 9 октября день на самом-то деле очень продуктивный, если мы 8. То есть если мы начало недели напряженное справились, да, то у нас тогда получается четверг, он немножечко такой на чиле, можно это так сказать, да, но здесь мы будем обдумывать, скорее всего, свои переживания, потому что Луна выходит в оппозицию с Лилит, но при этом Луна в хорошем аспекте с Венерой, с Сатурном, с Нептуном. Помните, я говорила про решение недвижимости, сделки и тому подобное. И это может быть как и покупка недвижимости, как и приобретение автомобиля в том числе, потому что, забегая вперед, 10-10 красивая дата, Луна у нас в соединении с Ураном. То есть здесь либо мы уходим в закат, но при всем при этом он еще здесь потрясающе благоприятный трин с Венерой. То есть здесь хорошее время для покупки автомобиля, для недвижимости, в том числе заключения сделок, потому что это еще в хорошем трине с Плутоном. Выходить на хорошие сделки, хорошее время для переезда, потому что здесь все в благоприятных аспектах. Но вот к этому всему нас приводит вот эта гигантская оппозиция Венеры с Нептуном и с Сатурном. То есть мы на своих чувствах, которые нам не нравятся, наши дефициты, когда нас финансово зажимают, когда у нас там вторая половинка пилит, да, неважно, это муж и жена, потому что в отношениях в таких моментах бывает и мужчина сдается психологически, бывает иногда женщина сдается психологически. И в отношениях никогда не бывает 50/50. Просто для каждого определенного человека в определенный момент времени он сложнее, чем для другого. И здесь от пола совершенно не зависит. Бывает, мужчины не могут договориться в каких-то сложных ситуациях, а может договориться женщина, да, но при этом взять большие деньги способен только мужчина, например, а женщина не может. То есть она как фактор переговорщик, да, потому что может эмоционально это выдержать. Мужчины, как правило, они такие очень сильные в плане энергетики, да, но если эта энергетика, она такая рассеянная, если она распыляет, и если вы понимаете, что у вас какие-то события очень сильные или слова триггерят, и вы загораетесь как спичка, значит, естественно, вы большие суммы не можете держать, да, это мы говорим про как раз-таки финансы. Сейчас скажете: Женя, почему не говорите про здоровье, почему не говорите про здоровье, про любовь-то я говорю. Здесь также могут быть ссоры, скандалы в любовных отношениях на почве жилья, дефицитов, финансов, но я это вначале все говорила, что ты меня не любишь, у нас нет совместного времяпрепровождения. Если камни преткновения у вас недвижимость и финансы, тогда как пара собираетесь вместе, мне писали под одним гороскопом, сделайте точно не помню под каким знаком, сделайте для замужних гороскоп для первой и третьей декады. Ребята, для первой и третьей декады вообще всем на эту осень любого знака зодиака, потому что там аспекты работают вот так. На первой и третьей декады. В чем история? Собирайтесь вместе, это приобретение недвижимости, совершенно другой социальный статус. Если вы со своими дефицитами боретесь, вы закрываете. Естественно, здесь вносите романтику в свои отношения. Здесь, естественно, разговаривайте по душам. Только эти разговоры по душам помогут убрать вот эти непонятные решения, когда кто-то где-то решил, потом пришел домой и сказал: я уже все решил или я уже все решила, предоплату внесла,
потому что очень важна такая история вот здесь, да. Либо там я уволился с работы, я ушла с работы, например, а это для семьи такой весомый источник заработка совместного, да, потому что мы в настоящих реальностях жизни живем, а не в каких-то картинках социальных сетей, где денег там просто они текут, да. Мы прекрасно все понимаем, кто сейчас в каких условиях, в какой части планеты живет. В разных частях мира ситуация плюс-минус одинаковая. Инфляция идет везде. Неважно, в какой части мира мы сейчас проживаем, да, ребят, но тенденция на небе вот такая. Что здесь нужно делать? Здесь нужно не ругаться, здесь нужно договариваться. Скажите мне, что захотим делать 10 числа, можно разругаться. Луна в соединении с Ураном, когда можно легко сказать, так, все, мне это надоело, вот у меня жизнь моя в одинокого, в одного. Я когда одна жила, у меня всегда деньги были. Вот эта история, да, девчачья. Или я когда жил один беззаботный, у меня вообще все было классно, понятное дело. Вам ничего всего этого вот не нужно было, когда все жили по одному, понимаете? Когда люди живут вместе, это уже другая история. Но при этом нужно все это понимать. Ребята, я много раз про это уже говорю, идем дальше. 10 числа не уходим в закат, тактика так себе. Собираемся, идем вперед, договариваемся, ставим себе семейные цели. Если вы живете один, ставим себе цели, как вы можете приобрести себе недвижимость. Если вам для этого нужно переехать в том числе, переезжайте. Здесь просто шедевральные аспекты Юпитера, в том числе Нептун, Сатурн, с Венерой. То есть здесь двигаться вперед. Плутон и Уран, я вообще говорю, что если вы начнете, пойдете в новое, в новую работу, в движение вперед, сейчас скажете, Жень, так это пятница, и уже что делать дальше? Так всю неделю можно это делать, но это будет по нарастающей. То есть понедельник, вторник, среда, это будут моменты, которые будут вот так вот как бы из состояния нас штормить и заставлять принимать решения. Четверг, пятница, решения уже должны быть приняты, и мы должны идти уже вперед. Ну и суббота, воскресенье, 11-12 октября. О чем здесь, ребят? Здесь, опять же, Луна перешла в знак Близнеца 11 октября, когда хочется потусоваться. Такой ленный образ жизни, который никуда не приведет, будет вносить такие деструктивные нотки. Луна в квадратурах к кармическим узлам, поэтому сложно будет собраться, сложно будет какими-то такими делами усидчивыми заняться. Если хотите обучаться, потрясающе. Здесь главное очень сильно не затусоваться, чтобы не потерять себя, да. Ну и 12 октября хорошее время для того, чтобы провести его с семьей. Луна перешла в Рак и в квадратурах к Сатурну, Нептуну, к Венере. Но при всем при этом это хороший день для принятия решений, финансовых в том числе, связанные с покупкой, приобретением недвижимости, потому что Луна в Раке– это такой рак– это знак, который вообще без жилья, в принципе, в жизни не может, да, поэтому если вы знак зодиака, у которого нет своего вот этого дома, где находятся ваши вещи, да, где живет ваша семья, для вас эта история удручающая. И вот здесь 12 октября как раз-таки будут ситуации, которые способствуют движению вперед в этом плане, да. Если вы человек одинокий и хотите обзавестись семьей, как раз-таки у вас в воскресенье 12 октября будут такие триггерные моменты, когда вы поймете, так, хочется уже и жениться, замуж выйти, и семью, и детей, и основательно, и такая тяга вроде как, у меня же больше не будет моей легкой жизни, расслабленной. Да ладно, ребята, у меня дети, семья, и у меня дети вообще участвуют во всех моих мероприятиях, поездках за границу, то есть, конечно же, в одного путешествовать это легко. А попробовать собрать все свое семейство, ну, кто сказал, что это невозможно? У меня очень много клиентов, которые со своими детьми перемещаются точно такие же налегке. И если вы себя, свой образ жизни, свою свободу цените и любите, тогда вы сделаете так, чтобы в вашей семье был тоже определенный уровень свободы у всех ваших членов семьи, чтобы каждый имел вот эту свою свободу поговорить, что мне нравится, что не нравится, что каждый бы говорил, а я вот хочу там учиться, например, а мне хочется вот этого, и я готов за это пахать. То есть тогда приходит, когда мы можем озвучить свои желания, да, как мы хотим жить, как требует там наша душа, когда нам так хорошо, да, мы прекрасно понимаем, что мы готовы ради этого трудиться. И это нормальная такая история. Иметь определенный уровень свободы в семье, вот эту расслабленность, когда ты можешь своим близким доверять, это
Очень важная история, которую многие боятся к ней прийти. Я вас призываю, конечно же, вот к этому, потому что когда мы строим семью и когда у нас есть вот это счастье, да, тогда из этой семьи не хочется уходить, тогда хочется бежать домой и вместе с ней стремиться, достигать, зарабатывать больше, да, пахать. А что делать, ребят? Семья – это такая ячейка общества, которая заставляет нас выживать. Мы всегда достигаем многого ради тех людей, кого мы реально любим. Поэтому дети – это такой большой мощный триггер. Вторая половинка, которую мы воспринимаем за личность, это тоже такой большой мощный триггер. И эта осень, я хочу сказать, что начинается вот так по силе с этой недели октября, которая приведет нас к большим движениям, если мы не побоимся вообще. Не просто октябрь, но и вся осень. Я, ребят, говорю, убирайте вот эти все иллюзии, потому что Нептун у нас находится еще в ретроградном движении до 11 декабря, потом он развернется и уже в феврале перейдет в знак Овна. То есть его не будет уже на нашей памяти, ну, вообще ни у нас, ни у наших внуков, детей, то есть в знаке рыбы, понимаете, я о чем говорю? В таком состоянии Нептун потом у нас будет в знаке Овна. То есть наши эмоции из такого расслабленного состояния в феврале месяце перейдут в состояние огня. Овен – это огонь, действие, когда нас обстоятельства будут заставлять двигаться совершенно на других настроениях. Поэтому пока у нас есть такой легкий плацдарм, я бы так сказала, сейчас мне многие напишут: Женя, какой легкий вообще? Да, ребята, я знаю, что он вообще ни разу не легкий. Я-то понимаю, какие гороскопы я рассказываю. Это те гороскопы, которые не ради охватов. Это нехорошие гороскопы, которые вот я послушаю других астрологов, там все хорошо. Да вот я там хочу верить. Я живу в условиях настоящей реальности. И какой астролог, если я буду говорить: так, в следующем месяце все купят квартиру, надо просто медитировать. Ребят, так не бывает. Ну давайте по-честному. Поэтому давайте, мои дорогие, если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. При этом дата, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я ответила на ваш комментарий, что у вас там происходит. Я потихонечку отвечаю на осенние гороскопы. Понимайте, что если у вас осень активная, у меня она тоже очень активная. Если я не ответила сразу, панику бить не надо, что я не отвечаю на комментарии молниеносно. Ребята, вас у меня уже многовато, но я пока не решаюсь дойти до ассистента, потому что вам нужен же все-таки мой ответ, да? А мой ответ может не всегда понравиться, потому что он будет говорить: действуйте, в одно слово. Но люди любят, когда вот так вот много расписывают, значит, приходит такой фактор успокоения. Но если я написала вам просто действуйте, значит, просто действуйте. Да, это немножко раздражает, но надо делать. Значит, вы в силах. И как показывают все осенние гороскопы этой недели, мы совсем справимся, однозначно. Но надо ускоряться, ребят. Надо ускоряться, и тогда у нас все будет. Ну что, дорогие, остались вопросы, оставляйте в комментариях. Неделя у нас сильная, которая требует от нас раскачки, повышения на новый уровень, принятия решений. Если у вас возникли истории по работе, срочно ее менять, меняйте. Меняйте, ищите для себя новое, на новых условиях, на новых активностях. При этом, да, нужно выложиться по максимуму. Марс в Скорпионе – это вот так. Это правда. То есть здесь другого не дано. До 5 ноября, по-моему, потом переходит Скорпион в знак Стрельца. Ну вот так, ребят. По классике в конце актуальные ролики. Если еще не видели, посмотрите, примите верное решение. Но увидимся с вами в следующем видео. И я желаю вам заряженной, мощной недели. Пока-пока.